деревней Сеп мы дружим много лет. Мы делаем с ними не один проект. И самое главное, что бы мы здесь ни начали, это будет жить дальше. В очередной наш приезд в эту деревню нам показали 7 альбомов, в которых было собрано колоссальное количество материала, посвященного исчезнувшим деревням. В основном это были очень коротенькие воспоминания, такие очень условные, и очень много фотографий. И стало ясно, что это такая тема, которая очень близка деревне Сеп. История Народного музея исчезнувших деревень берет свое начало тогда, когда на территории муниципального образования Себской, конкретно в деревне Сеп, прошел так называемый праздник деревни. А на праздник деревни принято приезжать всем жителям муниципального образования. Чтобы готовиться к празднику, собрать столько людей, и что мы покажем им. И вот мы придумали про каждую деревню сделать альбом. А у нас 13 деревень, 7 исчезнувших и существующие. И глядя вот на эти 7 альбомов, я им сказал: слушайте, а давайте мы музей сделаем. Ой, шек ты, мон чагыр, чкаес, шек ты, мон ярат, но туганме. Возникли, честно говоря, может быть, даже подозрительные мысли. Как так с Нижнего Новгорода выбрали, в общем-то, такую глубинку, где даже сотовой связи нет. В общем, мы испугались сначала. Что будет? Как надо будет работать, мы ничего не знали. Для меня, как для музейного работника, было ясно, что деревенские жители не обладают ни научным мышлением, ни музейным мышлением, а это значит, что им бы нужно было бы рассказать про то, что такое музей вообще. Это первое. Ну и второе, помочь собрать как-то так материал для того, чтобы его можно было каким-то образом представить широкой аудитории. Нас каждый месяц ученые учили. Представляете, это как бы заочные обучение было у нас. Как вот эти интервью брать? На удмуртском, если мы берем интервью, то надо еще расшифровать. Как с этими фотографиями работать? Надо было описать историю, чья фотография, кто передал фотографию. Много ошибок было. 3-й, 4-й раз звонили, искали людей. У нас не было никакой эйфории по поводу того, что за год мы вообще сделаем таких музейных работников вообще. Но мы сделали первый шаг. Во всем этом была одна такая серьезная переломная точка. Она у нас произошла в январе, когда студенты Самарского государственного технического университета под руководством Елены Шлиенковой представили свои варианты концепций музея. Эффект был совершенно ошеломляющий. Жители деревни абсолютно не ожидали, что люди, которые даже не подозревали о существовании Удмуртии, не то что деревни Сеп, будут вот так глубоко, так серьезно, так ответственно и так бережно относиться к их культуре. Из 8 концепций была выбрана одна. Она исходит от легенды о любви девушки по имени Талмас, которая превратилась в цветок из любви к своему другу, что выразилось вот в центральной части, которая так и называется Талмас. Свет зажигается, и деревня оживает. Даже без слез я не могу это вот рассказывать. Весь этот музей, это как бы нам самим пришлось сделать. Все вот эти полки, все нам досталось. Каждый понимал, что вклад каждого здесь очень важен и полезен. То есть конкретно я принесу те предметы, которые из этой деревни, я принесу свои фотографии, а я запишу свое интервью. Здесь везде участвовали жители деревни, и теперь они абсолютно с чистым сердцем могут сказать: этот музей построили мы. Музей здесь совмещен с библиотекой. Это, на мой взгляд, тоже какая-то определенная фишка. Дети перестали хотеть идти в клуб после занятий, они хотят приходить в музей. Музей это для них становится их естественным местом обитания. Они здесь смотрят сегодня мультфильмы, но они же дети. Завтра они будут смотреть что-то посерьезнее, а послезавтра займутся наукой.
Тема исчезнувшей деревни меня зацепила довольно давно. Много лет назад моя приятельница, художник Зоя Лебедева, рассказала мне жутчайшую историю о том, как одна старая женщина, которая не могла ходить, сбежала ползком из дома престарелых и проползла около 2 километров в сторону ее родной деревни, которая уже не существовала, для того, чтобы там умереть. И вот тогда мы с Зоей задумались над тем, а почему люди вот так помнят вот эти родные места. И, конечно, в связи с этим очень много говорили о памяти. У всех боль – это не сохранившиеся деревни, воспоминания. Джеджбур, Алексей, Маша, Пиналюсыт. Здравствуйте, Алексей, Маша, твои дети. Пишу на удмуртском языке. Ты передаешь мне привет. Спасибо за сказанный привет. Живу хорошо. Скот перестала держать. Уже не могу. Наши лужаны начинают исчезать. Улица стала такой унылой. Совсем уже не хочется жить. Деревню очень жалко. Приезжай летом, как начнет зреть малина. Смотрю в окно, а виден только лес. Людей совсем уже нет. Слезы бегут. Никаких экспонатов, которые бы были особо ценны в разрезе такой вот большой истории, конечно, нет. Это простые деревенские вещи, которых вроде бы как и много в каждой деревне, но что очень правильно, мы сделали упор на личные истории. Особенно это было важно для жителей деревни, потому что они так хотели, чтобы это было про них. Когда вот работаешь над этим материалом, начинаешь понимать, что вот что ценно-то, вот что надо сохранять. Историю людей, их жизни. А еще можно пополнять регулярно, потому что мы же конкретно говорим, что Народный музей исчезнувших деревень – это не закрытая книга. То есть каждый день, каждую секунду может принести какие-то новые предметы, новые книги, новые фотографии, новые воспоминания, которые пополнят эту базу и которые, я думаю, что еще долго-долго будут пополняться. Историю этих деревень мы раньше все равно не знали полностью. Оказывается, так много историй. Они это еще на эмоциях рассказывают же, и некоторые ревели даже. Когда ты видишь конкретного того человека, который родом из этой деревни, который пропитан жизнью того населенного пункта, это, конечно, несравнимо с тем, когда ты уже получаешь это через вторые или через третьи руки. Так все вспоминается, как они раньше, значит, жили, учились, как работали, какие игры у них были, танцы, песни. Местные жители, они больше, наверное, изучают фотографии и ищут своих родных, близких. Все фотографии являются копиями, потому что люди вдруг, когда мы их стали собирать, эти фотографии, они вдруг почувствовали ценность. Вначале они у них валялись на чердаке, уже вроде бы как бы ненужные, а тут вдруг они достали, и они вдруг стали вспоминать. И вот это воспоминание опять стало частью их сегодняшней жизни. Например, одна бабулечка смотрит и начинает разговаривать, и говорит: «Здравствуй, Витя, как мы с тобой давно не виделись, тебя уже так давно нет». Она разговаривала со своим собственным братом. Большинство этих историй, конечно, очень трогательные, я бы сказала, даже немножко душераздирающие. И на самом деле мы понимаем, что уходят последние конкретно свидетели существования вообще этих населенных пунктов, которых, к сожалению, теперь нет. А у нас уже такой народный музей есть. Люди по-другому немножко к культуре относиться стали уже. Вот у нас музей – это достижение, оно достопримечательность, это наша гордость. Я хочу, чтобы музей работал и имел большое воспитательное значение. Здесь, конечно, использованы современные технологии, но они переплетаются со стариной. И на этом контрасте столько впечатлений и эмоций остается. Сразу вспоминаются свои деревни, своих родственников, которые тоже в свое время были утрачены. И связь с этими деревнями была утрачена. И вот этот музей, он, так сказать, на слезу даже прошибает, что есть куда прийти и помолиться корням своим. Мы очень рады, что у нас такой появился музей. Это уже лицо Удмуртии. Если это будет происходить в таких маленьких
деревнях, маленьких населенных пунктах, то в целом это ведь складывается общая мозаика вообще Удмуртии, российского государства. Если каждый может понимать, кто он такой, откуда он вышел, кто были его предки, разве не есть это замечательно? Тогда он не позволит собой манипулировать, потому что он четко будет убежден в значимости именно своего народа, в значимости своей национальности и будет горд этому. Маленькая деревня, неизвестная, совершенно неизвестная, жила себе и жила спокойно. Веселилась, работала, картошку сажала, коров доила. И вдруг у них нашлись силы, у них нашлись возможности, и они вместе с нами, но это они, смогли сделать то, что повлияет на культуру целой республики. Вот ведь, в общем-то, как обстоят дела-то.